Друзья, всем привет! Вчера мне поступил вопрос по поводу перекручивания проволоки и неаккуратного крепления бусин. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как правильно крутить проволоку. Я уже рассказывала об этом в своем первом видео. Это самое первое видео на канале, ссылочку на него я оставлю в описании. Посмотрите, кому это интересно и нужно. По поводу перекручивания проволоки. Во-первых, я хочу задать вам несколько вопросов. Сразу возьмем бусинку, чтобы было и удобнее, и оптимальнее. Бусинок, как вы видите, есть разные формы, разные виды. Их очень много. Вот. И вы можете использовать любую. Ну, давайте начнем с самой простой. Например, вот такая просто кругленькая бусинка. Мы ее вдеваем. Находим примерно середину проволоки. Вот она у нас посередине. И мы ее натягиваем. Я сразу скручиваю. Я кручу всегда на себя. Вот этой рукой на себя. Я взяла бусинку. Вот у вас идет проволока. И ровно поперек в бусинке крепление. Я ее держу крепко. Вот так вот натягиваю ровно. И оттягиваю этой рукой. Я оттягиваю. А здесь держу крепко. И у меня получается ровное скручивание. Теперь давайте я вам покажу, как это возможно, когда вы делаете, например, когда вы держите по-другому. Ну, может быть, возьмем какую-то другую бусинку, более большую, чтобы вам было более очевидно. Вот, например, большая бусинка. Я ее поставила, отмерила, какой длины она у меня будет. Я ее вот так подворачиваю. И, например, я не знаю, получится у меня сейчас или нет, ее надо скрутить. И вот, например, я ее не натягиваю, например, без натяжки. Ну, как бы нормально. Нормально, но не крепко. Это у меня крепкая. Это не крепкая, потому что я натяжку не делала. Видите, она гнется. Но все равно я, видимо, уже не знаю, насколько у меня получится сделать, чтобы это было как у неопытного мастера. Просто я этим занимаюсь очень давно, и у меня уже рука набита. Давайте попробуем дальше. Сейчас попробуем сделать так, чтобы было некрасивое скручивание. Часто это бывает, когда мы пытаемся крутить одну. Даже не знаю, как вам показать. У меня все равно не получается уже. Ну, в общем, видите, она все равно такая получается мягкая, не крепкая. Насколько отличие вот от этого ряда. У меня, к сожалению, наверное, не осталось старых моих работ, где видно, что когда плетешь плохо, ну, когда плетешь без натяжки, получается так, что вот это вот, например, у нас основа, и она как бы ровная, а все остальное вокруг нее получается таким оплетенным. Вот. Я не знаю, как я держала руки тогда. Но вот визуально это выглядело примерно так, что вот одна у нас проволочка вроде как ровно идет, а вот это ее оплетает, как бы. Ну, я пытаюсь просто привести вам пример того, как может быть. Но это неправильно. Поэтому я, наверное, не буду этому уделять внимания. Я лучше расскажу вам просто, как сделать правильно. Просто рассказываю варианты, которые бывают. Сейчас раскручу. Вот. Видите? Я вот здесь не затягивала. Раскрутила сейчас. Я не затягивала вот здесь. Я делала ее, ну так, слабенько. И у меня получается, что вот здесь она вся такая начала расходиться. Потому что нет крепости, как бы. Мы без усилий ее скручивали. То же самое потом произойдет и вот с этой, потому что мы ее тоже так просто подкрутили. А вот это никуда не разойдется. И здесь получается очень плотненькая
крепкая. Вот я пытаюсь ее согнуть, а она не гнется. То же самое усилие прикладываю сюда, и вот она прогнулась. Потому что здесь я без усилия скручивала проволоку. Вот это получается очень ровное и аккуратное, потому что с усилием была скручена проволока, и вы видите, какие здесь стежки. Они один к одному, все одинаковые, все ровные, потому что я просто натянула и просто крутила. А они ложатся, вот эти скручивания просто ложатся сами по себе, ровно и аккуратно. Давайте еще немножко сейчас раскручу. Вот. И как сделать с натяжкой? Еще раз. Так как я кручу на себя, в эту сторону, вот так, я сразу беру, мне удобно держать пальцы следующим образом. Я показывала это в первом видео, сейчас покажу небольшой кусочек. Я как бы растягиваю концы вот эти в разные стороны. Здесь я их придерживаю, чтобы была крепость. Крепко. Растягиваю. Здесь взяла. У меня пальцы сразу ложатся. Растягиваю. Вот так. Вот так. Оп. И вот этот беру, а этой рукой уже зажимаю. И вот оно крепко. Оно натянуто. Но мы можем, конечно, делать вот так. Получится очень некрасивый перекрут. Сейчас я вам покажу. Он будет неровный, отвратительный. Ну, некрасивый, в общем. Смотрите. Все получилось. Вот так вот. Когда я начинала плести, у меня было примерно вот такое. И из-за этого потом проволока ломается. Почему еще может поломаться проволока? Сейчас буду делать точно так же. Неправильно, не так, как делаю сейчас. Просто вам показываю. Вот я держу, ничего не натягиваю, просто держу. Можно даже вот тут не особо натягивать, чтобы было очевидно, как я делала в самом начале. По-моему, это было так. Что-то вроде. Вот я кручу, кручу, кручу. И вот оно у меня все в разные стороны. Это у меня уже перевернулось. Конечно, это можно поправить, но чем больше вы гнете вот так вот туда-сюда проволоку, тем больше она уже становится потом такого менее презентабельного вида. И вот оно у нас получилось все такое кривое, некрасивое, в общем. И за счет того, что оно вот такое все кривое, оно ненадежное. То есть вот это у нас ничего с ней не будет, потому что она плотно, хорошо закреплена. Я делала крепкое скручивание, и она ровная, во-первых, она прям ровная. И она не поломается, она не раскрутится. Все, она уже вот в том виде, в котором и должна быть. А вот это вот, я надеюсь, вам видно, оно все кривое, неровное. Сейчас я попробую приблизить. Видите? Оно кривое, неровное. Какое вот здесь и какое вот здесь. Посмотрите на скручивание, то есть как идут вот эти вот виточки проволоки. Здесь одинаково, один к одному, все ровненько. А здесь все пляшет в разные стороны. И вот здесь, я надеюсь, вам видно, вот здесь вот последнее, оно как раз получилось так, как будто бы одна у нас шла ровно, а вторая ее вот так вот просто обкручивала. Сейчас я попробую. Помню, что когда я плела первое время, я не помню, как я держала руки, но определенно неправильно. Вот, и у меня получалось вот так как-то. Что как будто бы одна проволока ровная, а вторая ее как бы обкручивает. Я иногда удивляюсь, когда я вижу у некоторых мастеров, довольно опытных, или просто кто запускает рекламу ВКонтакте, может быть, даже у них, рекламу в Инстаграме, и, может быть, даже у них бывает много подписчиков, но я вижу вот такие работы. Когда вот так идет проволока, когда вот так вот ровно, как вот здесь показано, идут разные веточки. Мне кажется, это не очень красиво. Я выступаю за аккуратность, поэтому в своих украшениях я делаю все вот так. И вам хочу показать то же самое, потому что это важно для самого украшения. Оно, если будет оно иметь вот такой вид, если будут вот такие ровненькие стежки, условно называю стежками, украшение будет иметь прочность. То есть, ну вы поняли, вот оно крепенькое, и ничего с ним не случится.
оно не расплетется, не сломается. Его, ну, я не знаю, нужно специально что-то делать, чтобы его сломать. То есть оно и не сломается как бы. А вот это вот со временем будет расплетаться. Если, например, невеста будет крепить это украшение в прическу, так как, например, веточка, она не только может крепиться за петельки, которые мы делаем по краям, а и поперек вот этого условного стебля. То есть, если невидимку вы будете вот сюда вот продевать, ну, невеста, когда будет стилист крепить ей волосы, веточку, вот сюда, например, продели невидимку, что-то потянули, что-то закрепили, и то, что оно расплелось, вот здесь, это самая малость. То есть, оно может просто сломаться. И, по сути, какой толк был от вашего украшения. Посмотрите, как некрасиво, когда она такая мягкая, а мягкая она за счет того, что нет крепости. То есть, когда вы стягиваете проволоку, натяжение должно быть хорошее. Здесь его не было, и она гнется, как листочек. Ну, листочек с дерева, я имею в виду, не металлический, не фурнитура, мы сейчас не об этом. Вот. А вот это, такое тоже бывает. Так я плела, когда начинала. Я понимала, что это не очень красиво, но у меня по-другому просто не получалось. Со временем я пришла вот к такому. Вы видите, да, насколько разница? Может быть, еще что-то бывает, как-то какие-то виды вот таких не очень аккуратных, красивых скручиваний. Но я вам хочу показать просто пример. Итак, возвращаемся. Я сейчас расплету немножко. И напомню вам, как нужно. Вот, видите? Сломалось. Это обычное явление. Это как раз относится к перекрутам, когда мы здесь что-то перекрутили, либо мы, наоборот, не сделали здесь сильного крепления. То есть оно было слабенькое, мы его туда-сюда потрепали, и все, оно сломалось. Вот представьте, что если мы вот так вот будем плести украшение наше, невеста туда-сюда его потрогает, во-первых, она его купила, например, она его решила рассмотреть, что-то потрогала, ну, что-то подергала, потом берет стилист это украшение, начинает крепить, и происходит вот это. Не особенно приятный момент. Поэтому мы будем делать с вами по-другому. Сейчас вот эту проволоку я уже крутила, раскручивала, закручивала, раскручивала. Есть шанс, что она поломается. Ну, это я вам просто показываю пример. Если что, я возьму другую. Итак, повторимся, как, например, круглые бусинки, про крепление бусин. Как крепим красиво, аккуратно бусинки. Я беру проволоку. Ну, условно определяю там серединку проволоки, или сколько мне нужно для веточки. Вот. Делаю ровно. Угол 90 градусов. Ну, условное обозначение. Просто ровно. Вот у вас идут вот так вот. Ваша идет проволока, и перпендикулярно, ровно у нас проходит сквозь бусинку проволока. Натягиваем. Может быть, вам удобно крутить в эту сторону. Может быть. Мне просто на себя как-то удобнее, поэтому я делаю в другую сторону. Натягиваем. Дальше, что я делаю? Вот этой рукой я начинаю оттягивать. Я сейчас специально здесь не держу натяжение, чтобы вам было понятно. Вот так, видите, я начинаю оттягивать. Здесь у меня натяжка, и здесь у меня натяжка. То есть я тяну в разные стороны. Но не очень сильно, потому что если мы будем... Сейчас покажу. Но сейчас не получится, наверное. Если мы будем тянуть очень сильно в разные стороны, оно у нас просто порвется. Я оторвала кусочек, который мы плели. Вот. Берем и растягиваем в разные стороны. Я тяну и здесь, вы видите, что у меня побелел немножко палец. Я тяну. Натяжка хорошая, с напряжением. И здесь тяну. Просто тяну в разные стороны и при этом кручу. То есть тяну и кручу. Смотрите, что получается. Получается ровная натяжка. Видите? Один к одному. Все аккуратные. Это все зависит исключительно от натяжки. Потому что, продолжим дальше. Я не натягиваю, показываю снова пример, как может быть неправильно. Просто ничего не натягиваю, кручу. Оно в целом тоже аккуратно, но оно не имеет прочности. Здесь она сильно плотнее. А здесь вот.
Видите? Вот, я надеюсь, это понятно. А теперь покажу, как крепить не вот такие бусинки кругленькие, а бусинки, у которых вот это отверстие находится в другом месте. Сейчас я оторву проволоку, отрежу. Вот я взяла новый кусочек проволоки. Берем, например, вот такую бусинку. В ней, в предыдущей бусинке у нас было крепление вот сюда, видите, вот так поперек. В этой бусинке вот такое крепление. Вдеваем. И сейчас вот я ее зажимаю. Вот наша проволочка. Я ее зажимаю. Вот тут я ее как бы фиксирую. И снова просто натяжка. Видите, да? Вот здесь у нас остается проволочка. И я всегда вот эту сторону делаю изнаночной, обратной. То есть все бусинки в моем украшении выглядят вот так. Если где-то бусинка так попадает, что она вот с такой вот с изнаночной стороной проволочки, не знаю, правильно сказала или нет, в общем, если вот здесь вот так, то я переворачиваю это вот так, чтобы это была лицевая сторона. Давайте вплетем сюда другую бусинку. Вот такая же бусинка, но чуть-чуть меньше. Мы ее фиксируем на ту длину, которая нам нужна. Я снова ее зажимаю. Вот так. Ну, просто фиксирую. Вот. И дальше натяжка. И вот так я ее затягиваю. Смотрите, что получилось. Вот у нас изнаночная сторона. Вот наша проволочка. А у этой бусинки она вот сбоку. Я всегда делаю вот так. Я ее подкрутила. И у меня все сзади ровно сзади. Это изнаночная сторона. Это лицевая сторона. Эта информация будет полезна также стилистам, потому что много раз замечала, что на очень красивых фотографиях, где шикарная прическа, мастера просто супер, но они крепят вот украшения, и может быть это случайно перекрутилось, может быть мастер так делает и не замечает, но часто замечаю, что вот как-то вот так вот. В прическе хотелось бы, чтобы украшения выглядели вот так, потому что вы же не носите одежду изнаночной стороной, это некрасиво. Соответственно, когда вот такое в волосах, когда очень красивая прическа и может быть красивое даже украшение, но вот так, давайте не будем так делать. Давайте будем стремиться к качеству, к действительной красоте, тогда все будут счастливы. Продолжим. Попробуем закрепить бусинку, какую-нибудь другую, которая у нас будет, ну, например, тяжелая. Это легкая, наверное, бусинка. Вот это будет потяжелее. Давайте попробуем закрепить бриолет. Вот. Есть бриолетики. Либо я их условно называю капельками. Ой. Это маленькие бусинки, у которых крепление так же, как у бриолета, вот здесь снизу. Вот на ее примере давайте сделаем. Да что ж такое? Мы вставляем бусинку на проволоку, нанизываем. Отмеряем, сколько нам нужно. Вот, например, вот так. Что мы можем дальше сделать? Это очень просто. Это получается так же, как и с круглыми, когда у нас перпендикулярно крепление. Здесь ничего у вас не будет. Это в целом красиво. Но чтобы, так как она, видите, какой имеет вес, то есть у нее вот здесь не вот здесь вот крепление, а с краешку. Вот этот вес у нас может вот так болтаться, падать и все такое. То же самое касается бриолета. Вот этих вот бусинок. Что мы можем сделать, чтобы оно не болталось? Вот этот свободный край проволоки, вот этот, мы вдеваем вот сюда еще раз.
Сейчас я его пытаюсь поднять. Фиксируем его вот здесь. Это наша изнаночная, условно, сторона. Вот с этой штучкой. И далее. Эти маленькие бусинки, она соскальзывает. Ну, потуже затянем, только не так сильно, чтобы не порвалась проволока. И далее затягиваем. Все. И снова у нас, видите, что получилось? У нас тут все перекрутилось. Допустим, вот лицевая сторона. Я перекручиваю, вот снова лицевая сторона. А это изнаночная. И делаю еще один виточек. Лучше не раскручивать, а наоборот закрутить, если позволяет плотность, чтобы не сломалась. И вот. Вот что у нас получается. Ровное скручивание. Лицевая сторона. Изнаночная сторона. Итак, подытожим сегодняшний наш видеоответ моей подписчице Татьяне. Спасибо за вопрос. Как нам сделать так, чтобы у нас ничего не перекручивалось, и чтобы у нас были красиво и аккуратно закреплены бусинки? Сейчас я вам покажу, как это делаю я снова. Неспешно, но покажу просто, как я стягиваю проволоку. Я взяла бусину, закрепила, зафиксировала и тяну в разные стороны. Аккуратно. Видите? Я взяла маленький кусочек проволоки. Маленькими кончиками не очень удобно плести, поэтому иногда у меня бывает больше проволочных отходов, потому что длинными все-таки удобнее в руках крепко держать для хорошей натяжки. Беру еще бусинку, приставляю, фиксирую, закрепляю пальчиками, зафиксировала и натягиваю. Изнанка, лицо. Лицо, изнанка. Когда кончики остаются коротенькими, я иногда не растягиваю вот так вот, а подставляю пальчик просто. Вот тут держу, натягиваю и делаю вот так. Когда кончики короткие, потому что по-другому мы растянуть не можем. Это просто неудобно. Вот. Вот так вот я плету свои веточки. Кстати, хочу вам показать. Вчера сплела новый гребень по той же методике, которую и делала в прошлом видео с гребнем. Можете его посмотреть на моем канале. Я делала подобный гребешочек. Это моя новая форма. Я думаю, я теперь буду ее часто использовать. Она мне очень понравилась, как она получилась. Вот, я сделала новый такой миленький гребешок. Его, кстати, можно приобрести в моем инстаграме. И другой, тот, который я уже выкладывала, такой бирюзовый. Подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка в описании и на главной странице на ютубе на моем канале. Вот такой нежный гребешок. Ну что ж, друзья, я надеюсь, это видео было вам полезно. Задавайте еще свои вопросы, кого что интересует. По поводу курсов у меня уже неоднократно спрашивали. Я готовлю для вас некоторую программу. Эти видео будут доступны, они будут также на ютубе. Они будут доступны по ссылке. Это будут закрытые видео. Информацию об этих видео вы сможете узнать через мой инстаграм, поэтому подписывайтесь, чтобы меня не потерять, если вам эта тема интересна. Если вы тоже хотите научиться плести красивые, аккуратненькие украшения.
например, как вот это. Я рада новым подписчикам, благодарю вас за просмотры, лайки и подписки. До новых видео, увидимся!